Привет, подписчики и гости! Вы на канале Электрообзор, и с вами Дема. Всем большое спасибо за лайки, подписки, просмотры. Подписывайтесь еще, кто не подписался. Участвуйте в конкурсе, ссылка на него всплывет вверху экрана. И выигрываете беспроводной утюг. Ну что, количество благ цивилизации все растет. И теперь я даже окна не хочу мыть. Это будет делать робот-мойщик окон. Это Puru Ikae номер 361. Производитель обещает, что он будет мыть стекла, будет мыть плитку в ванной, если надо, будет мыть полы. Короче, как жена. С такими вот пушистыми лапами, как у медведя. У него даже есть хвост длиной 4 метра. Ну что, особо разговаривать здесь нечего. Давайте приступать к тестированию. Погнали! Так, наконец-то до меня добрался робот-мойщик окон. Давайте посмотрим, что прислали мне мои китайские друзья. Так, внутри коробки еще одна коробка. Начало неплохое. Надеюсь, там не будет матрешка с пустой коробкой в конце. Так, синяя, это уже хорошо. Тяжелая, тоже хорошо. Так, Efficient Cleaning, эффективная уборка. Тоже неплохое начало. Такие штучки, это точно робот-уборщик окон. Так, вот он, красавчик. Так, комплектация. Инструкция, коробочка с причиндалами и сам робот в упаковочке. Еще 2 пластиковые кругляшки. Пока не знаю для чего. Так. С роботом, с кругляшками, инструкцией все ясно. С ними разберемся отдельно подробно. Чуть позже. А что вот в этой коробочке? Смотрим. О, дополнительные пушистые тряпочки. В количестве 1, 2, 3, 4. 4 комплекта допом. Пульт управления с кнопочкой ОК. Обнадеживает. Значит, будет все окей. Дальше. Сетевой кабель. Сетевой адаптер с длинным шнуром. И бутылочка для моющего средства. Модель робота-пылесоса Puru Ikae номер 361. Робот-мойщик окон оснащен страховочным шнуром длиной 4 метра. Так, сверху есть кнопка включения-выключения и панель с 3 индикаторами. Желтый, синий и красный. Так, снизу у робота расположены моющие щетки. Моющие щетки снимаются вот таким образом. Снимается тряпка из фибры. Вот. И есть запасные кольца, если на этот случай, если вдруг эти поломаются. То есть, когда запачкались ваши тряпочки, снимаем, надеваем обратно новые. Кстати, тряпочки в интернете рекомендуют стирать хозяйственным мылом, не стирать их в машинке порошком, чтобы микрофибра как можно дольше сохраняла свои свойства. Так, микрофибра одевается. Кольца ставятся на место. Нужно вставлять кольца плотно, для того, чтобы не было подсоса воздуха и робот-мойщик окон плотно держался на стекле. Вот, ну, по устройству, наверное, все. Еще к нему идет вот такой вот пультик. Также у робота-мойщика окон есть вот такой вот блок питания с очень длинным шнуром. Шнур более 4 метров.
У него есть такой специальный разъем, который вставляется в робот и закручивается контрагайкой. То есть разъем никак не выскочит. Вот. Эта модель робота-пылесоса номер 361, она работает от электричества. То есть для того, чтобы пылесос работал, необходимо обязательно постоянное наличие электричества. Но в этом роботе-мойщике окон также есть аккумулятор страховочный. То есть в случае, если пропадет электричество, робот-мойщик окон еще будет держаться на стекле еще 30 минут. Сверху у робота-мойщика окон расположено сопло, через которое выходит воздух. Работает робот-мойщик окон по принципу обычного пылесоса. Воздух засасывается, выбрасывается через отверстие и создается разрежение, за счет чего робот-мойщик окон держится на стекле. Если, соответственно, электричество отключается, робот падает. Но его держит страховочный шнур на всякий пожарный. То есть обязательно необходимо этот страховочный шнур крепить на какие-то стационарные устройства. Вот. И перед тем, как использовать робот, обязательно полностью зарядить аккумулятор. Теперь пройдемся по характеристикам робота-мойщика окон Purukai номер 361 еще раз. Длина 295 мм, ширина 145 мм, высота без учета лап 95 мм. Весит робот по инструкции 950 грамм по факту. 1 килограмм 100 грамм вместе со хвостом и карабином. В комплекте идет блок питания 24 вольта, 3,75 ампера. Длина провода 4 метра. Внутри робота-мойщика окон Purukai находятся литиевые аккумуляторы 4 штуки, 3,75 вольта. Как производитель обещает, эти аккумуляторы будут работать в течение 2 лет. Продолжительность работы робота на аккумуляторе 20 минут. Характеристики максимальной площади упорки: высота 6 метров, ширина 5 метров. Теперь приступим к высотным работам. Обязательно крепим страховочный дрозд. Я его зацеплю за ручку на фрамуге. Готово. Теперь нажимаем на кнопку на роботе. Загудел. Довольно-таки шумно. Загорелась голубая лампочка. Так. Теперь крепим его на стекло. Все, робот на месте. Теперь на пульте нажимаем кнопку ОК. Непременное условие, чтобы первый раз робот прошелся по окну без чистящего средства. Иначе будут разводы. Так советует производитель. Уровень шума до 90 дБ. Для того, чтобы снять робот-пылесос, придержите сначала его рукой и удерживайте кнопку выключения. Вот такие вот грязные салфетки. По инструкции мойка окон осуществляется в 2 этапа. Первым этапом сухими, обязательно сухими салфетками робот-мойщик окон удаляет песок и пыль с окна. Вторым этапом можно смочить одну из щеток несколькими пшиками моющего средства. Моющего средства нельзя наносить много, потому что это может повлиять на работу робота-мойщика окон Purukai номер 361. Итак, после первого раза, когда мойщик окон прошелся по окну сухими щетками, меняем ботинки на чистые. Один ботинка, второй ботинка.
Так, поправляем. Все готово, теперь плотно одеваем. Так, одеваются они довольно легко. Дубль 2. Пшикаем, как по инструкции сказано, на нижнее моющее колесо пару пшиков. Много не нужно, это может повлиять на работу робота-мойщика окон. Устанавливаем робота на окно. И включаем. Все. Робот готов. Теперь для того, чтобы робот начал ползать, можно нажать на пульте на кнопку ОК, либо можно на самом роботе нажать на кнопку «Включи» второй раз. Мытье окон – это трудоемкая задача, а мытье окон в труднодоступных местах на высоких этажах подчас даже опасная работа. Пурукай модель 361 справился со своей работой отлично. Робот помыл фрамугу отлично. Огромное отличие между той фрамугой, которую я не мыл. Я просто показывать вам уже не стал, потому что камера не передаст мелкую пыль на стекле. Для себя я выводы сделал. Деньги, потраченные мною, потрачены не зря. Тем более, это одна из самых бюджетных моделей на AliExpress. Цена его около 7000 рублей. Также робот-мойщик окон помоет у вас в плитку в ванной и на кухне. И если надо, помоет и уберет полы. Для тех, кому интересно, ссылка будет в описании. Проходите, знакомьтесь. Пишите свое мнение в комментариях к этому видео, стоит или нет покупать такого робота. Возможно, кто-то уже пользуется и выскажет свое авторитетное мнение об использовании. Подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрыше. Ссылка на розыгрыш всплывет сверху экрана. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих обзоров. Всем пока!